Это маленький городок, можно сказать, очень маленький, почти деревня. Только в центре площади есть несколько пятиэтажных зданий, но все в основном частные. Климат теплый, и вы можете ехать так далеко, как захотите. Климат теплый, можно жить так, даже в палатке. Заборы из металлопрофиля являются самыми популярными в нашем городе. Иногда идешь по улице и не можешь понять, идешь ли ты по улице или в туннеле из толченого железа. Если бы не зелень, в которой почти утопает город, картина была бы очень удручающей. Кстати, вы не поверите, но эти пятиэтажки почти наполовину заброшены. Люди, получавшие квартиры от завода, бежали куда только могли. Лучше было купить дом. Повезло тому, кто сумел продать свою квартиру там. Либо они изначально были задуманы такими, либо их не доделали. В этих домах не было ни водопровода, ни канализации. Все удобства по-прежнему были как в деревне, во дворе. А как же жильцы еще на первом этаже более-менее нормально себя чувствовали? И представляете, что было бежать с пятого этажа по необходимости, да с ведром воды из колонки на пятом этаже, и при необходимости мыться? В целом это было жестоко. Каждый делал лучшее, на что был способен. Поэтому люди бежали из этих пятиэтажных домов, оставляя не самых стойких, а самых безнадежных – алкоголиков, паразитов, всякий хлам. Постепенно новый благоустроенный район стал самым неприятным местом в городе, самой неприятной частью города. И вдобавок ко всему она была обращена к лесу. С одной стороны, он выглядел как центр поселка с администрацией, клубом и даже рестораном, но сразу за пятиэтажками был дикий лес. Таков парадокс цивилизации. Нормальные люди предпочитали не заходить в эту зону. Что было делать? Не дай бог, эти разъяренные пьяницы собирались бросить мне в голову кирпич и избить до полусмерти. У них там свой собственный мир, как отдельная республика. Туда даже копы не заходят, только в случае крайней необходимости и всегда с оружием. И вот однажды на окраине этой горячей точки происходит нечто странное. Все началось в понедельник. Дочь Ларисы пропала. Лариса живет в частном доме, работает на том же заводе и одна воспитывает дочь. Она уже ходила в детский сад, и Ларисе приходилось забирать ее рано, чтобы она могла работать в свою смену. Бригадир не захотел встретить ее на полпути и назначил ее во вторую смену. Как это было бы замечательно. Однажды Лариса подменяла подругу, когда-то была в отпуске, и хотела заработать много денег, чтобы лучше одеть Лиску в детский сад. Лариса работала во вторую смену у своей подруги. Это было просто замечательно. Можно было легко отвезти ребенка в детский сад утром, вовремя позавтракать, сходить в магазин, приготовить ужин и отправиться на работу, выспавшиеся и с выполненными домашними делами, а вечером Лариса как раз успевала забрать дочь и отправиться домой. На самом деле на заводе было 3 смены, первая или третья. «Выбирай», — сказал бригадир, — «и никакой тебе второй смены». Дело в том, что бригадир давно положил глаз на Ларису и недвусмысленно намекнул, что если она его обяжет, то он может найти для нее место во второй смене. Фух, все это было мерзко и отвратительно, а бригадир был невысоким, потным и лысым. Если бы он был последним мужчиной на земле, Лариса даже не взглянула бы на него. Помочь или защитить Ларису было некому. Она не была замужем. Почему вы ломаетесь? Притворяться девственницей и родить дочь от Святого Духа? «Моя личная жизнь тебя не касается», — сказала ему в ответ Лариса и продолжила работать в первую смену, третья смена была невозможна. Тогда она не смогла бы забрать своего ребенка из детского сада, а у них не было пятидневной смены. Многие просили ввести пятидневную смену, но никто из учителей не согласился работать по ночам. И вот в то утро, когда они, как обычно, уезжали, Лиска была немного раздражена, и они опаздывали. «Бежим», —
приказала Лариса. Лиза выбежала из дома и побежала к воротам. Стараясь не выбежать на дорогу, Лариса закричала, закрыла дверь дома, обернулась и застыла на месте. Лизы нигде не было. «Лиза, Лиза, это плохая шутка, сейчас не время играть в прятки!» — крикнула Лариса, но никто не ответил, надо было идти на работу. На подбитых и негнущихся ногах, со слезами на глазах, Лариса приступила к работе. Она все еще надеялась, что это из-за баловства и шалостей Лизки. Лариса, проходя мимо детского сада, заглянула и спросила у воспитательницы: «Не прибежала ли ее дочь?» «Нет», — удивленно ответила воспитательница детского сада. Лариса подумала, что, возможно, Лиза где-то прячется, ведь она давно говорила, что больше не хочет ходить в детский сад, потому что ей приходится рано вставать. Она хотела сделать это так, как делала ее мама, когда работала у тети Оли. Может быть, девочка спряталась где-то или пошла к подруге. А может быть, она спокойно ушла домой и теперь сидит и смотрит мультики? Лиза знала, что Лариса хранит ключ от дома под ковриком, как и все жители деревни. Лариса успела закончить смену. Она хотела попросить бригадира уйти пораньше, но не решилась. Она бы снова сказала, что знает цену привилегиям, ублюдок. В тот вечер Лайзы не было ни у друзей, ни дома. В панике Лариса позвонила в милицию. Ожидая приезда полиции, она не представляла, что происходит на окраине города, как раз там, где располагались эти убогие пятиэтажки. В одном из них жил их бригадир, давно разведенный и любящий алкоголь мужчина. К счастью, его зависимость не повлияла на его работу. По пятницам он был пьян, по субботам хмур, по воскресеньям лгал, а по понедельникам был на работе. И так он жил в ожидании следующей пятницы, когда Лариса согласится стать его любовницей. Никого не волновало, чем занимается человек в свободное от работы время. Пока Лариса давала описание своей дочери, он искал ее фотографию вместе с прибывшими полицейскими. Ближе к лесу, возле пятиэтажных домов, собрались мужчины, бегущие со всех сторон, одни с веслами, другие с дубинками. Ведь на окраине города стая волков разрывала на части маленькую девочку. Мужчины не знали, кто она и чья она дочь. Только бригадир, под началом которого работала Лариса, видел из окна происшествие. Стая волков рвала на части маленькую девочку. Она увидела юбку и бант и, несмотря на свою тучность, перепрыгнула через перила балкона. Благо, что жила на втором этаже и убежала в лес. «Люди, они убивают нас!» — почему-то кричал мужчина, бежавший навстречу волкам. Волки часто появляются в этой части города. Там же была небольшая куча мусора, где они могли питаться объедками человеческой пищи. «Должно быть, волки бросились и схватили девочку», — подумал бригадир, потому что в этом районе уже давно не жило ни одной маленькой девочки. Когда толпа мужчин прибывает, чтобы прогнать волков, перед ними разворачивается ужасная картина. Спасать девушку уже поздно. Но, немного предвосхищая события, я говорю, что с девушкой все в порядке. В суматохе никто не обращает внимания на то, что девочка не кричит, не плачет и не зовет на помощь. Девушка стояла в стороне и наблюдала за происходящим, пока волки дразнили мужчину, на котором тоже не было штанов. Как выяснилось позже, именно он вытащил Лизу прямо из ворот дома, когда Лариса обернулась. Маньяк некоторое время наблюдал за одинокой женщиной с ребенком и выбрал ее дочь в качестве своей жертвы. Весь день он держал ребенка в своей квартире, которую снимал в пятиэтажном доме, а вечером брал его с собой в лес. Здесь его встретили волки, которые, будучи довольно умными животными, сразу оценили ситуацию и поняли, что что-то не так. Короче говоря, именно волки отняли девушку у мужчины и начали разрывать его на части. В этот момент хозяин заметил, что луки мигают. Маньяка отправили в скорую, но потом его тоже арестовали, а бригадир снова стал домогаться Ларисы. «Неужели я зря спас твою дочь?» — говорит он.
Если бы я этого не сделала, знаешь, что бы он с ней сделал? Лариса была в полном смятении, понимая, что мужчина, которого она терпеть не могла, теперь навсегда связан с ней, спасшей свою дочь. Оставив Лизу на попечение соседки, Лариса пошла к бригадиру. «Минутку», — сказала она, когда он открыл дверь. «И ты должен мне вторую смену». Озадаченный бригадир расцвел в улыбке и наконец-то дождался. Лариса ехала домой ближе к полуночи, и ее дочь с соседкой, скорее всего, уже спали. Она поймала себя на том, что идет с широкой улыбкой на лице. «Почему я по глупости сопротивлялась раньше?» — подумала про себя Лариса. Короче говоря, он ей понравился, и теперь они стали встречаться с хозяином очень-очень часто, а к Новому году поженились. Весной родился брат Лизы.